Доброго дня! Приветствую вас на нашем канале. В этой серии роликов подробно расскажу про создание кровати из массива сосны. В отличие от первой версии, которую вы видели ранее на этом канале, данные кровати компактнее, так как имеют вертикальную спинку. Двуспальная создавалась под условия небольшой квартиры, а две односпальные для летнего дачного домика. Делал для родителей. Для желающих повторить, как всегда, привожу размеры и подробно расскажу про технологию. На ножке идет брус 100 на 100 мм. Выбираю у заготовок самый близкий к прямому углу. И на фуганке довожу его, насколько это можно на моем станке, до идеала. Материал — строительный лес хвойных пород. Уличная сушка более 10 лет. Это остатки материала от стройки. За это время древесина хорошо просохла, но и деформировалась. После того, как сделал заготовкам базу, перехожу на рейсмусовый станок. Относительно базы калибрую заготовки до одинаковой толщины, попутно исправляя искривления. От 100 мм осталось 92. Чтобы ножи на станке изнашивались равномерно, пускаю заготовки по разным краям станка. Три кровати — это 6 ножек изголовья и 6 изножья. Заготовки для ножек изначально сделал на 100-150 мм длиннее необходимого, чтобы после фугования убрать дефекты станков по краям, так называемую ступеньку. На торцовке обрезаю заготовки в чистый размер. Теперь делаю разметку центров будущих пазов для царк. На каждой ножке с двух смежных сторон. Для фрезеровки пазов использую тот же шаблон. Его размеры можете посмотреть в ролике про первую версию кровати или у нас на сайте. Центры на шаблоне совмещаю с перекрестием на заготовке. Так быстрее, чем размечать каждый паз по длине и ширине.
Вылет фрезы 38 мм, плюс толщина шаблона, так как шипы будут по 35 мм. Каждый паз фрезерую по периметру за 4-6 проходов, постепенно опуская фрезу, дабы не перегружать фрезер и подшипники. Потом выбиваю середину и вычищаю дно паза. Теперь настраиваю циркулярку под продольный паз, в который будет заходить вагонка, составляющая поверхность изголовья кровати. Паз делается за 4 прохода. Сначала внешняя граница с обоих сторон, потом вычищаю остатки внутри. Полученные на шаблоне настройки упора записываю. На параллельный упор наклеиваю малярный скотч и размечаю начало и конец движения заготовки в обоих направлениях. Делаю первый проход на всех заготовках. Потом переставляю упор и делаю второй проход. А остатки древесины в пазу вычищаю стамеской. Теперь полукруглой фрезой с упорным подшипником скругляю ребра ножек.
Разметку подкрепления царг саморезами делаю в шахматном порядке. Изголовье и изножье кровати будет склеено, поэтому для этих царг по 3 самореза в соединении. Продольные царги крепятся разъемным соединением, поэтому на них по 4 самореза. Отверстия для верхней царги изголовья делаю с обратной стороны, чтобы их не было видно. Остальные закрываются матрацем. Перед шлифовкой заделал все дефекты: трещины, впадины, сучки, обычной шпаклевкой по дереву с добавлением морилки будущего цвета изделия. Таким образом, под финишным покрытием они выглядят как фактура дерева и не портят эстетики внешнего вида. После обработки деталей на рейсмонтном станке на шлифовку уходит гораздо меньше времени и сил. Достаточно пройтись 120 лентой и потом перед покраской снять ворс вручную 300-кой. Также решил украсить ножки небольшим рельефным рисунком. Фигурная фреза, метки на упоре начало-конец, и с прижимом делаю по 2 прохода с 2 лицевых сторон. Вообще, советовал бы вынуть фрезер из стола и сделать этот рисунок с параллельным упором на фрезере. Так будет проще и точнее, так как виден сам процесс. Продолжение смотрите в следующей части. А тем, кто любит путешествовать, добро пожаловать на наш проект unitytravel.ru. Можете путешествовать вместе с нами или придумать себе и воплотить с нашей помощью путешествие мечты. Спасибо за внимание.